Привет, ребята, здравствуйте, гости канала, привет, мои подписчики, привет всех, кто пришел просто посмотреть. Ну что ж, пошли на 118 бой Я все создаю только для Китая. против обычного бота. Ну, обычного. Вы скажете, а зачем ты вот это начало Мы пускаешь? будем жить в Оно богатстве. нужно Да. на некоторых площадках, на которых размещают Займемся стройкой. видео. Здание Иногда запрашивают конечно. лицензию. Выглядит Чтобы обещающе. лицензию не Китай запрашивали, очень великодушен. Хорошее сразу местечко. в Мы будем начале жить в богатстве. я показываю, что здесь, в общем, Превосходный план. бесплатная лицензия. Я все создаю только для Китая. У нас грандиозные планы. А фри лицензии Конечно. там написано, это Займемся бесплатная стройкой. лицензия. Превосходный план, генерал. Я все создаю только для Теперь Китая. уже Хороши авторских прав не границы. прилетает. Как раньше их по 16-20 штук выпиливал, сидел. Часа два тратил на это выпиливание. Ну, У сейчас нас такого не грандиозные происходит. планы. Решено, сэр. Хороший выбор. Мы будем жить в богатстве. Китай очень великодушен. Здание построено. Займемся стройкой. Нам надо еще одну Выглядит обещающе. площадку сбора ресурсов поставить, желательно. Да. Чтобы побыстрее ресурсы собирать. Ждем денежку. Оборону тоже ставить. Противник, вот так я скажу, сразу приезжает бомбить. Вон они к трактору бегут. Нужен трактор в первую очередь. Я все создаю Конечно, мы только не для успеем Китая. быстрее него поставить торпеду, Мы будем жить в богатстве. но это нам и не нужно. Превосходный план. Займемся стройкой. Ну, У просто нас поглядывая, грандиозные что там, планы. как. Конечно. Сразу нужно подъезжать, готовить, строить центр пропаганды. Строительство завершено, сэр. Превосходный план, генерал. Мы будем жить в Ну и богатстве. барак второй поставим. Превосходный план. Пусть едет, построит. Сюда сейчас мы прикупим два ракетчика, два автоматчика, чтобы они защищали эту территорию. Так как сейчас сюда будут тоже приходить сбоку. Здание Чтобы была построено. защита какая-то. Хотя бы. Здание построено. Нам сразу на машинку хватило. Закупаем машинку. Машинка больше приносит. Переключаем, ну, самостоятельно. Если он не переключается, то самостоятельно переключаем. Трактор вынесли. Красота. Займемся стройкой. Закупаем наземных хакеров. Super hacker ready for link up. 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 И сейчас поедем его сносить. Ready for link up. Super hacker Одна у нас машинка, ну сейчас вторая будет. ready for link up. Так, посмотрю, всех купил. Хорошо. Подготавливаем сейчас местность под закупку. Я за компьютером. Никто Активируем не заметит, хакеров. что Это я бывает, я хорош. забываю это делать. Из-за этого денег не хватает. Мы будем Ну жить и в желательно богатстве. второй завод Когда мы поставить. закончим Идем здесь ставим делать завод. отличные вещи. Торпеду он уже строит, мы не успеем поставить. Так, у нас здесь пришли. Отправляем их в домик. 2 против пехоты, 2 против танков. Ну, их хватит. Потому что здесь ракетчики у него достаточно мощные. Строительство завершено. Upgrade complete. Закупаем 2 танчика. Давайте, наверное, так. В одном заводе и в другом заводе купим. Побыстрее построиться. Закупаем наполнение для них.
Ой, надо было сперва вот этих медленных, а потом быстрых юнитов. То есть вот эти снайпера, они бегают быстрее, чем гренадеры. У гренадеров, не забываем, одну разрядник, одну против... Ну, одну домашнюю, одну разрядник. Чтобы они выключали здание. Там уже, наверное, техника выехала. Да, выехала. Ну, все хорошо. Прокачки нажимаем. Пока едем, все прокачалось. Первую загружаем. Пусть идут пока. Там тут нам трактор нужен. Ну, пришлем сейчас. Вторую загружаем. Покупаем, естественно, к ним музыку. У нас ранг, там ничего не прокачаешь. На первом ранге ничего нет вообще. Поехали. Выезжаем. Хочу побыстрее выиграть, но не знаю, получится нет. Вот это очень нехорошо, когда они заезжают под танк, ну, под мой, вот эти вот машинки, они очень сильно пробивают. Единственное, не могу понять, что дает прокачка. Она, что так 1% они лечатся, то ли она, по-моему, броню, что ли, дает, вот это вот обведенный плюсик. Непонятно, что дает. Уже я забыл, если честно. По-моему, броню. То есть 1 хп, оно всегда 1 хп. 1% хп, извиняюсь, не 1 хп. 1% лечения в секунду. А раньше такого не было. Это вот именно вот в Project Raptor есть такое, что процент хп. То есть 1% от хп их лечит. Сейчас нам пушечку убрать. Денежку убрать. Все уберем, едем, разносим. Как мы, конечно, попервой мучились, сейчас уже такого нет, потому что мы все знаем. Все понимаем, более-менее. Про музыку я тоже не знал поначалу. Без музыки ездил. Ну, теперь знаю, что есть музыка. За счет этой музыки мы можем, по сути, жить. Мы можем под полный бункер заезжать под музыкой. Не пробьют. Направляем его к себе. Эти перестреляют, сейчас всех тут перебьют. Нет, наверное, все-таки она не броню дает, а быстрее хил. Потому что я смотрю, загружается где-то по 2-3, по 2 или 2,5%, наверное, я так предполагаю. Ну, прокачанная. Прокачанная музыка, значит, получается, загружает не по проценту, а по 2,5%, наверное. По 2, по 3. То есть, видимо, что-то рандом какой-то. Непонятно, что вообще. Я не спрашивал про это, но просто вижу, что когда музыка не прокачанная, нас прям хорошенько пробивает. Даже под хилом. То есть, ну, не сказал бы, что быстро, но пробивает. А вот прокачанная музыка нас уже не так сильно пробивает. Не броню она все-таки, наверное, дает, а дополнительную мощность регена. Непонятно, если оно дает 25%, на деле больше. Как это понимать, непонятно. То есть получается, что у нас 1% хила без прокачки. Прокачиваешь 25% громкоговорителей, и получается у нас хил, он, по идее, должен быть 125. Ну, имеется в виду от изначальной. На деле 250. Как это работает, не знаю, если честно.
Поэтому всегда прокачивайте громкоговоритель. То есть танчики становятся мощнее. Вот даже мы с этим ботом перестреливались, он тоже под музыкой. И я под своей вот этой прокачанной музыкой. Его танчики улетают, мои нет. Потому что он не прокачал ее. То есть мои становятся чуть ли не в 2 раза крепче. Но опять же, я не понял, она не броню дает, наверное, а за хил больше просто. Намного больше. Непонятно мне, в общем. Или она сразу дает и броню, и захил. Может быть и такое даже. Я не знаю точно. Но то, что мы жестче становимся под прокачанным громкоговорителем, это факт. Ну что это такое? Не можем пробить. Я так понял, что эта музыка еще действует дополнительно на войско, даже в машинке, которые сидят в этой. То есть, ну, то, что она дает скорость, хил. Насчет брони я не пойму, дает ли она ее или нет. Это надо проверять. Еще кого-то нужно подобрать. Час настал. Я позабочусь об этом. Что дальше? Ничто не устоит на Но мне проще спросить будет, чем проверять. Это достаточно проблематично. нашем пути. То, что она скорость дает, да, это я заметил. Скорость дает, ну, не знаю, бешеную. 25% на деле непонятно сколько там дает. То есть намного больше. Congratulations, General. Ну, по сути, вот эти бункера, они, вот эти вот бункера, в которых сейчас вот сидят вот эти ракетчики, это нестандартная техника, созданная для патча Project Raptor. То есть такого нету, по сути, в Zero Horror. Вот такой техник. То есть ее можно покупать сколько тебе влезет, вот этих вот танчиков. Ну, как вы помните, по ультработу я же их покупал, застраивался, заставлялся ими. В общем, думаю, понятно. Насчет того, дает ли она броню или нет, надо будет спросить и будем знать. То есть захил, да, она дает захил, жесткий захил дает. То есть мы перебиваем противника. То есть сам противник, вот этот и ультра, они не качают музыку, прокачку. Ну и зачем? Если они еще апгрейд этот возьмут, то вообще его не пробьешь. Он будет тебя просто сносить и все получается. Поэтому ему не качает. Скорее всего, у него даже нету этой прокачки у самого бота. Но она ему не нужна. Ультработ здесь, я скажу, вот ты скажете, легко ты его побеждаешь. Да ну нет. Это здесь ультработ жесткий. Если вы сперва с обычным поиграете, а потом к ультру зайдете, вы будете, как я поначалу, мучиться по 3 часа, как же его выиграть. Ну, там у меня есть уже видосик, я уже сделал, как я ему обманку вперед ставлю, а сам базу строю. Он там пока с бункерами веселится, что-то еще там, дроны какие-то бьет, еще какую-то мелочь перебивает. Я уже базу отстроил. То есть он глупый насчет этого. Но единственное, да, что с ультработом нельзя бить ему сразу по зданиям. Нужно сперва защититься и набрать техники, и потом ехать к нему. Если сразу рваться к нему, это плачевно. У меня проигрыши в основном из-за ультработа были. Но один проигрыш я не увидел, что заехало сбоку 2 танчика, и непонятно, почему-то они очень быстро мне вынесли здание, хотя он не прокачивает им урон, не прокачивает им защиту. Еще бы он прокачивал, то вообще его выиграть было невозможно. То есть он и так ультработ все может, все умеет, все кидает. А еще ему дать эти прокачки, в общем, до конца. Если он будет все до конца апать, то выиграть его вообще будет невозможно. Потому что, ну, он подъедет под эту музыку, и мы его перебить просто не сможем. Потому что, по сути, все, что в этом бункере сидит, оно 3-4% за удар наносит. То есть за один промежуток хода. В общем, 4%.
Следующий она делает ход, и сама прокачанная захилка успевает захилить все полностью, поэтому бессмысленно. Мы просто будем стоять друг дружку друг дружку бесконечно пинать. Это не очень интересно. По этой причине, я думаю, у ультработа некоторых прокачек нет. Раньше была ярость, ее убрали, потому что она крашала вообще игру. То есть кидаешь и фатал сразу ловишь. Ярость это, я не знаю, 30%, на деле как 300%. То есть войска становятся просто бешеными. Ну и по этой причине и крашат. Представьте себе, у вас, допустим, войска, они и так наносят двойной урон, и еще им ярость кидаешь. Это вообще получается нереальная скорость. Ну, думаю, понятно. Что ж, всем спасибо за просмотр, всем спасибо за понимание. Это был 118-й бой. До свидания.